Мистика. В детстве мы с моей старшей сестрой очень любили слушать страшные истории, которые нам рассказывали бабушка, дед и наша тетя. В основном о встречах с необъяснимым рассказывал дед. Все, о чем он говорил, с его слов происходило лично с ним. Тогда я воспринимала это просто как страшилки. Даже будучи еще маленькой девочкой, я не особо доверяла этим рассказам, живя по принципу «пока своими глазами не увижу, не поверю». Когда мне исполнилось 9 лет, мой дедушка умер и доказал, что не все, что не объясняется логикой, является вымыслом. Мой дед был диабетиком, поэтому тщательно следил за своими ногами. Каждый вечер мыл и мазал их какими-то мазями. Мази он хранил в закрывающемся ящике буфета, который стоял в задней комнате. Умер дед в середине июля от гангрены. Хоронили его на родине, в селе под Нижним Новгородом. Через несколько дней после похорон мы с мамой должны были ехать к себе домой, а накануне отъезда это и произошло. День прошел как обычно. Мама с бабушкой занимались своими делами, а я целый день прогуляла с подружкой. Спать легли пораньше, так как на следующий день нужно было встать чуть ли не на рассвете. Спали мы в передней комнате. В заднюю комнату дверь на ночь мы закрывали. Входная дверь тоже была закрыта на крючок, так что в сам дом попасть никто не смог бы. Сестра спала на дедушкиной кровати, бабушка за печкой. Это такой закуток за подтопком, там стояла узкая кровать. А мы с мамой на полу легли параллельно двери. Она легла ближе к окну, а я как раз напротив двери в заднюю комнату. Набегавшись за целый день на улице и устав, заснула я быстро. Ночью я проснулась от необъяснимого страха, хотя никакие кошмары мне не снились, просто меня как будто током ударило. Лежу и думаю, что это было, и тут до меня начинает доходить суть моего испуга. Я ясно слышала, как по задней комнате ходит похороненный несколько дней назад всеми нами любимый дед. Его шаркающую походку ни с какой другой я не перепутаю, да и половицы скрипели только под ним. Только вот почему-то никаких положительных эмоций его появление в данной ситуации у меня не вызывало. Я прижалась от страха к маме, и в этот момент услышала, как он стал дергать дверь, пытаясь ее открыть. В ужасе я подпрыгнула. В голове была только одна мысль о том, что надо куда-то спрятаться. Но куда? Сейчас, конечно, смешно все это вспоминать, но тогда мне было совсем не до смеха. Соображала я на редкость быстро для человека, который проснулся посреди ночи от шума, который создает умерший человек. Наверное, поэтому я не придумала ничего лучше, чем спрятаться за маминой спиной. Только для этого мне надо было перелезть через нее, что я и попыталась сделать. Мама подскочила, как ужаленная, с дикими воплями. Видимо, мое поведение произвело на нее должное впечатление. Я, чуть ли не плача, стала ей объяснять причину моих судорожных попыток перепрыгнуть через нее. Тут подала голос с дедушкиной кровати моя сестра. «Я же говорила тебе, что там кто-то ходит». Она была первая, кто проснулся от этого визита. Все втроем мы устроились на кровати и стали шепотом, чтобы не разбудить бабушку, обсуждать происходящее. К слову сказать, ни до чего умного мы так и не додумались. Периодически дед пытался попасть к нам в комнату. Что удивительно, очередное торканье в дверь слышала только одна из нас. Видимо, он пытался попасть к кому-то конкретно. Все прекратилось, как в самой банальной сказке. После третьих петухов шаги затихли. Надо было начинать сборы, но у нас не было желания открывать дверь в ту комнату. А выйти из дома можно только через нее, хоть в окна выпрыгивай. Спасла нас бабушка. Ворча себе под нос, что все мы тут с ума посходили, она распахнула двери. Мы вытягивали шеи из-за ее спины, чтобы разглядеть, что там, но так ничего подозрительного и не увидели. Лишь войдя туда, мы увидели, что все дедушкины флаконы с мазями разбросаны по полу. Хочу заметить, что они лежали в закрытом ящике буфета.
Он и в тот момент, когда мы зашли в ту комнату, был закрыт. Получается, кто-то его открыл, вытряхнул флаконы и закрыл снова. В углу рядом с входной дверью я заметила аккуратно заметенную веником рыбью чешую и показала это маме. Она сразу же кинулась к лавке, на которой у нас сушилась рыба, накрытая газетой. Сорвав с нее газету, мы увидели, что из середины пропала одна рыбина. Бабушка, посмотрев на это, вынесла свой вердикт: крыса утащила. Я ей сказала, что крыса не могла взять рыбу из середины, после этого накрыть оставшуюся рыбу газеткой, а чешую еще и веничком аккуратненько в уголок замести. Не крысы, а аккуратисты какие-то. Бабушка лишь рукой махнула. После этого дедушка больше не приходил, ко мне по крайней мере. А спустя какое-то время по селу пошли слухи, будто дед приходит к бабушке по ночам. Не знаю, насколько это правда, но несколько раз я и моя сестра заставали ее в полной темноте в сарае. А на вопрос о том, что она там делала, внятного ответа она не давала. С того случая прошло уже около 30 лет, но запомнила я эту дедушкину выходку на всю жизнь. Вот так в один день мое отношение к мистике кардинально изменилось, и после этого случая я не раз становилась участником необъяснимых ситуаций. Хромой сосед. Меня зовут Андрей. Живу я в старой многоэтажке в одном из худших районов города. В соседней квартирке в одиночестве бичует один старик. Часто мне доводится наблюдать, как он пыхтя поднимается по ступенькам и еле волочит за собой больную ногу. Пребывал он вечно в дурном настроении, часто ругался заведующей домом, когда та приходила за подписью очередной бумаги, часто касавшейся включения дополнительной оплаты за домофон, уборку подъездов и прочего. Я всегда здоровался с ним, проходя мимо, а он лишь бурчал что-то невнятное в ответ и помахивал своей тростью, мол, иди себе своей дорогой. Каково же было мое удивление, когда на пороге своей квартиры я увидел того самого дедка. Он лукаво заулыбался мне, извинился за внезапное вторжение, а позже пригласил в свою хату попить чайку. Я был очень удивлен таким гостеприимством, но решил не отказываться, и мы с ним прошли в убогую комнатушку, заставленную старой советской мебелью. Старик указал мне на серый диван и принялся доставать чашки из комода. Я уселся на скрипучей софе, сложил руки на маленьком столике, усеянном следами от кружек. Позже старик разлил чай, и вскоре мы непринужденно болтали о погоде, новостях и прочей ерунде. «А хочешь знать, Андрюха, как я ногу-то свою, повредил?» Он допил остатки крепкого чая и продолжил, не став дожидаться ответа. «Был я по молодости туп, как бочка, бухал по поводу и без, не учился толком, не работал, за бабами таскался. Познакомился я с одной чудачкой на свою голову. Так уж она меня полюбила, что секунды без меня пробыть не могла. Долго я таких отношений не смог выдержать и предложил девушке расстаться. Какую истерику она мне тогда устроила, и умоляла, и в ноги бросалась, по пятам за мной ходила. Но однажды это прекратилось. Сгорела бедняжка в своем доме, батя по пьяни сигарету не затушил. Я, конечно, переживал какое-то время, но вскоре стал забывать потихоньку. Однажды сижу я в кресле, коньячку попиваю, и тут чувствую, за ногу меня кто-то обхватил. А это она, Любка, по глазам сразу ее узнал. А так ни за что бы не догадался. Потрепала ее, как бы это сказать, да не буду вдаваться в подробности. Я сначала испугался, конечно, пытался высвободиться от ее железной хватки, да ничего у меня не выходило. С тех пор Любочка всегда со мной находилась, не отпускала меня ни на секунду. Я пить перестал, компашку приятелей своих забросил, за книги взялся.
Она у меня умница такая, столько всего знает. Экзамены мне сдавать помогала, советы по поводу работы подкидывала. Разжился я деньгами, стали мы себе ни в чем не отказывать. Квартирку эту самую прикупили. Все бы хорошо, да только девок она ко мне совсем не подпускала. Ревнивая уж очень барышня у меня. Бывало, сидим мы за столом, чаи гоняем, а она как укусит гостю за пятку, та аж подскочит и давай скорее собираться по своим неотложным делам. Много мы с Любкой пережили, времечко как-то быстро пролетело, вот и до седины дело дошло. Чувствую я, помирать мне скоро, Андрюша. Беспокоюсь я за Любочку, как она без меня. Поэтому пришлось мне присмотреть себе замену, достойного молодого человека для моей кровинушки. Ты чего, Андрей, нахмурился? Не веришь мне, поди? Понимаю, звучит безумно. А ты сам убедись в том, что я не лгу. Опусти-ка ушко немного. Девочка моя хочет тебе кое-что сказать. Закончив свою историю, дед как бы призывал меня заглянуть под стол. Сделав вывод о том, что старик чокнутый, после залитого им бреда, я начал лихорадочно придумывать повод, чтобы поскорее смыться из его квартирки. Ради приличия я решил все-таки опуститься под стол и начал прислушиваться к голосу несуществующей подруги старикана. К своему удивлению я услышал, как кто-то сопит совсем рядом. Спустя минуту я уже пулей летел к своей двери. Закрыв замки на все обороты, я уселся на диван, врубил телек на полную громкость и пытался выкинуть из головы этого сумасшедшего старика. Тот дед вскоре скончался. Я шел сильно хромая после его похорон, а следом за мной волочилась Любочка, крепко сжимавшая мою ногу. Вся ее кожа напоминала черно-бурую массу, покрытую волдырями. Беззубый рот обнажал желтые зубы. Голубые глаза не прикрывались веками за их отсутствием. Она улыбалась своему новому другу и делилась советами по обустройству будущей совместной жизни. Кто-то в квартире. Мои родители уехали на дачу на пару дней. Сестра живет с молодым человеком на другом конце города, и ехать к ней на все выходные не было никакого смысла. Тем более в субботу утром мне нужно было на учебу, и надо было соответственно рано вставать. Поэтому я решила провести выходные со своей подругой-однокурсницей у нее дома. Подругу зовут Надя, она тоже осталась на выходных одна, поэтому с родителями вопросов бы не возникло. Приехали мы к ней домой в пятницу, поужинали и легли спать, так как были очень уставшие, обе после работы, а на следующий день еще и вставать рано, так как мы обе работаем и учимся. Вот легли, я уснула моментально, просыпаясь через 2 часа от того, что хочу в туалет. Вышла в коридор, свет не включала, так как не хотела будить подругу, она очень чутко спит. Иду по коридору и на что-то наступаю. Сперва подумала, что ботинок, но ошиблась. Было ощущение чего-то мягкого, и понимаю, что наступила на ногу. Тут я не выдержала и включила свет в коридоре. Никого. Ну, думаю, со сна померещилась, наверное. Иду в туалет, возвращаюсь и ложусь в кровать. Спали мы с подругой на одной кровати. Я спала у стенки. Только я начинаю засыпать, и тут я понимаю, что кто-то садится на кровать возле ног со стороны подруги. Я открываю глаза, у меня шок, подруга спит. Я ее начинаю расталкивать, а она не просыпается. Я ее уже начинаю трясти так, что у нее голова ходит ходуном. И тут она приоткрывает один глаз. Спросила меня, что случилось. Я ей вкратце пересказала все, что произошло. «Ну, у меня в квартире это нормально», — говорит она. «Но вот только на ноги я еще никому не наступала». «А кто на кровать садится?» — спрашиваю. «Не знаю, мужик какой-то. Он каждую ночь приходит. Либо на кровать садится, либо возле двери в комнату стоит и смотрит на меня». Честно говоря, невозможно передать тот ужас, который творился у меня на душе.
Сон как рукой сняла, а Надя отворачивается от меня и говорит: «Спи, завтра рано вставать. Они у меня не буйные, давно здесь живут, и еще пока никого не трогали». Блин, да какой там спать? Я пошевелиться боялась. Укуталась с ног до головы одеялом, свернулась как эмбрион, закрыла глаза и боялась их открыть. Вроде немного отпустила, и я начала понемногу засыпать, как тут же слышу шаги в коридоре и какое-то шуршание в соседней комнате. Толкаю Надю и говорю: «Там кто-то ходит, а еще в соседней комнате кто-то есть». «Да успокойся ты уже, не тронут они тебя. Правда, до тебя они так шумно себя не вели. Если хочешь, то пойду посмотрю, что там». «Хочу», — говорю подруге. Надя встала с кровати и вышла из комнаты, предварительно включила везде свет для моего успокоения. Тут дверь в комнату резко захлопывается и везде выключается свет. Представили мое состояние? Меня начинает трясти. Я пытаюсь выйти из комнаты, но дверь не поддается. Забираюсь обратно на кровать под одеяло и отключаюсь. Пришла в себя уже под утро. Надя меня растолкала и, как ни в чем не бывало, говорит: «Пошли завтракать, я уже кофе сделала». Что за хрень в квартире ночью была? А это всего лишь мои привидения. Они у нас давно живут. Видимо, ты им либо очень понравилась, либо очень не понравилась. Обычно они себя так не ведут и так сильно не шумят. Мы выпили кофе, оделись и пошли в институт. Она меня по-прежнему звала к себе в гости. Но нет уж, фигушки, ни за что я к ней больше не пойду. Душа умершей девушки 40 дней посещала своего отца. Эту историю рассказал папа. У его коллеги Дмитрия недавно умерла дочь. Девушка сильно болела, у нее было что-то с легкими. При жизни она была учительницей, засиживалась допоздна, проверяя домашние задания, и всегда с волнением готовилась к новому рабочему дню. В школе Лену все любили, начиная от учеников и заканчивая родителями и преподавателями. Школа потеряла одну из лучших учительниц, все они скорбели. Скорбел и Дмитрий. 12 лет назад он потерял в автокатастрофе жену. Сам растил дочь, для мужчины это было огромным горем. Он перестал спать ночами, его мучили головные боли, обострилась его язва желудка, каждый прием пищи был мучением. Не высыпался, работал плохо, ему дали больничный. Дальше рассказ буду вести со слов Дмитрия. Когда перестал нормально спать, занимал себя чем-нибудь, только бы не свихнуться от тоски. Иногда смотрел телевизор, иногда читал. Почитаю, вспомню, что нет больше Лены, и плачу. Сижу, значит, так недавно, и курить захотелось. Я бросил курить через год после смерти жены. Она меня долго просила, а когда она умерла, бросил, чтобы дочь не травилась дымом. Хотел, как в последний раз, исполнить ее просьбу, показать ей, что она мне дорога. Бросить раньше не получалось, силы воли не хватало. Сигарет дома не было много лет. Я оделся и пошел в круглосуточный магазин рядом со своим домом. Возвращаясь из магазина, подхожу к нашему дому и не понимаю. Моя квартира находится сразу на первом этаже, окна выходят во двор. На кухне горит свет. Я помню, что, уходя, выключал его. Есть за мной такая привычка. Уходя, гашу свет, экономлю электричество. Оно и так не дешевое. Зашел в квартиру. Темно. В замешательстве включаю в прихожей свет, иду на кухню. Свет на кухне выключен. В тот момент я подумал, что мне показалось. Порой я бываю невнимательным. События, начавшие регулярно происходить после этого, убедили меня, что в моей квартире завелось что-то паранормальное. Допустим, сижу я в зале, смотрю телевизор. В квартире темно. Отвлекаюсь от просмотра фильма и вижу, как из коридора льется слабый свет, такой, как будто я не выключил в кухне свет. Он у нас там яркий. Выглядываю из зала в коридор, везде темнота. И так постоянно. Уехал однажды на дачу. Утром звонит мне сосед и спрашивает, кто у меня в квартире находится, или я не уезжал на дачу.
Говорю, что на даче я, сейчас сезон. А сосед клянется, что видел свет на кухне, когда шел с друзьями домой. Решил зайти ко мне, позвонил в дверь, а я не открыл. Оно и понятно почему. Пришлось мне в срочном порядке ехать домой. Боялся, что воры пробрались, обокрали. Но следов взлома не было, все ценные вещи оказались на месте. Свет перестал сам собой включаться. Я и сам не заметил, когда именно. Просто перестал и все. Я позже обдумывал, откуда в моей квартире появилась та паранормальщина, и сделал вывод, что прекратилась она после того, как прошло 40 дней со дня смерти моей Лены. Говорят же люди, что душа до 40 дней ходит по земле, а после навсегда уходит в мир иной.